Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим знаменитый апельсиновый пирог из израильского кафе «Арома». Для пирога нам понадобится снять цедру с одного апельсина и выжать сок из 2 апельсинов. Это получится примерно стакан 240 мл. В этом рецепте я использую мерную чашку объемом 240 мл. 4 яйца разделить на белки и желтки. Белки мы взбиваем с 3/4 стакана сахара, это 140 грамм, до мягких пиков. Постепенно вводим сахар. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такая масса у нас получается. В отдельной миске мы соединяем сухие компоненты. Стакан муки, стакан кокосовой стружки, стакан манки, 10 грамм ванильного сахара, 10 грамм разрыхлителя и щепотку соли. Также мы добавляем цедру апельсина. Все размешиваем. В другой миске мы соединяем 4 желтка, 3/4 стакана, это 175 мл растительного масла. Все до однородности размешиваем венчиком и вливаем в стакан свежевыжатого апельсинового сока. И в жидкие компоненты мы всыпаем сухие компоненты. И все как следует размешиваем венчиком. Постепенно в 3 приема мы вводим взбитые белки и аккуратно перемешиваем венчиком снизу вверх, чтобы не нарушить воздушность нашего теста. Посмотрите, какая воздушная масса у нас получается. Форма у меня 20 на 30 сантиметров, и дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выливаем в форму теста, разравниваем лопаточкой. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пока печется наш пирог, мы делаем сироп. 3/4 стакана сахара, это 140 грамм, и стакан 240 мл кипятка. Все это кипятим, пока сахар не растворится и не станет масса более густой, после чего вливаем сок половинки лимона. Наш сироп готов. Пирог наш испекся. Пекся он у меня 35 минут в духовке. Проверяем его на сухую зубочистку, а потом этой же зубочисткой делаем дырочки как можно больше, чтобы наш пирог хорошо пропитался и был сочным. И горячий пирог поливаем приготовленным сиропом лимонным. Даем пирогу полностью остыть. Сироп полностью впитался, пока остывал пирог. После чего мы убираем пирог из формы, убираем пекарскую бумагу. И перед подачей можно посыпать для красоты пирог кокосовой стружкой или украсить дольками апельсина. Нарезаем пирог на квадратики порционные. Величину квадратиков определяйте сами. Он такой мягчайший, он так хорошо режется. Просто нож идет как по маслу. Ну что, сейчас мы будем его пробовать. Посмотрите, посмотрите, какой он красивый. Посмотрите, какой он у нас получился сочный. Он весь пропитанный. Пробуем. Друзья мои, это так ароматно, это так сочно. Этот пирог с лимонной кислинкой я очень советую вам приготовить.